Зачем нужен забор из веток? В 2021 году у нас был День открытых хуторов, и мне надо было где-то разместить гостей. Всем нравится сидеть где-нибудь возле стеночки, где нет ветра и есть красивый обзор на сад. Здесь раньше росла малина, но из-за тени от деревьев она сама переместилась на солнце. Остались только сорняки да сныть. Надо было это спрятать. Укромное от ветра место нравится не только нам, но и малине. Вот и получилось, что с одной стороны забора можно было посидеть, попить кофе с пирожным, а с другой стороны малина чувствовала себя теперь гораздо лучше. Такой большой забор можно сделать только тогда, когда у вас много веток. А кто-то ломает голову, какой измельчитель для веток купить, вероятно, он еще и не дешевый. По мне, так для мульчи можно использовать скошенную траву. А вот ветки очень декоративные, и из них можно что-то создать. Из веток можно много чего придумать для сада. Я вам расскажу о 3 видах заборчиков. Большой, маленький, простенький. Величину забора выбираем, исходя из количества имеющихся у вас веток. Кстати, уверена, что соседи вам свои с удовольствием отдадут. Вы им только не рассказывайте, для чего они вам. Длина моего самого большого забора составляет примерно 10 метров и ширина 90 сантиметров. В высоту колышки от земли 1,60 м. Забор лучше начинать делать рано весной, когда земля еще очень влажная и на ветках не распустились листья. Для того, чтобы ветки снизу быстро не загнивали и трава не росла, лучше постелить геотекстиль. Это такой нетканый черный материал, довольно мягкий, плотностью 100 грамм на квадратный метр. Я использую геотекстиль в 2 слоя, чтоб наверняка. Продается он в строительных магазинах. Застелите геотекстилем площадь под забором. Если, как и я, хотите сделать место для столика или ленивую клумбу, которую потом полоть не надо, то и в этой области постелите геотекстиль. Под колышки в геотекстиле ножом проткните отверстия. Для больших колышков желательно на 15 см сделать углубление лопаткой, чтобы колышек при вбивании глубже зашел. Я вставала на стремянку и вбивала колышки небольшой кувалдой. Когда я этот забор делала, то знала, что через несколько лет, возможно, он уже завалится, так как колышки в земле сгниют, но это меня не остановило. Думала, пусть хоть какое-то время простоит, а там видно будет. О вишенке на торте вы узнаете позже. Возможно, вы заметили, что колышки ровные. Это ива, длиннолистная, у которой ветки практически идеально ровные. Я еще в 2009 году нарезала веточки у кустарников, которые росли возле дороги. У нас много таких растет. Ива очень легко приживается и очень быстро растет. Из этих веточек у меня выросло не одно деревце, и так как они давали тень в неподходящих местах, то я их спилила. Часть еще осенью, а часть весной. Вот из них и сделала колышки. Кстати, такие ивы быстро заново отрастают. За сезон до 3 метров вымахивают. А вот теперь и о вишенке на торте. Летом я обнаружила, что на колышках появились отростки, стали расти веточки. В июле у нас была длительная засуха, но веточки все равно росли. Очевидно, под геотекстилями мульчи все еще было влажно, и колышки стали давать корни. Я, конечно, тут же хвастаться перед друзьями-садоводами, но все говорили, что и палка, брошенная на землю, дает корни, и зиму мои колышки не переживут. Пережили, и даже пошли усиленно в рост. Весной я обрезала длинные веточки на 10-15 сантиметров. К осени на колышках выросли симпатичные зеленые шарики из веток. В этом году я так сильно обрезать не буду, скорее летом лучше немного подкорректирую длину. Когда другие деревья на участке осенью уже остались без листьев, то эти колышки все еще были красивые и зеленые. Вот и получается, что колышки никогда не сгниют. Но чтобы у вас не выросли из них огромные кусты или деревья, надо ветки постоянно подрезать. Тогда и корневая система будет у них небольшая. На этой фотографии видно, что я подрезала только передний ряд, а в заднем ряду уже выросли заросли. Каждый год вы можете понемногу добавлять ветки сверху, потому что они к весне осядут. Теперь о маленьком заборчике. Принцип тот же, но вышина и ширина заборчика другие. И ветки туда пойдут более мелкие. У
У меня остался в 2021 году заборчик недоделанным, так как не хватило веток. В этом году закончу. Тут есть один нюанс. Колышки маленькие и очень скоро в земле сгниют. У меня такая идея. Я собираюсь рядом с колышками вбить железную арматуру диаметром, скажем, 6 мм. Этого достаточно. Пластиковыми стяжками я прикреплю колышки к арматуре. И теперь, даже когда деревянная часть в земле сгниет, колышки не завалятся и заборчик не упадет. После того, как я сделала 2 забора в 2021 году, то решила до кучи сделать еще более простой заборчик для малины, чисто визуальный. Вбила те же невысокие колышки, но потом еще по 2 колышка прикручивала шурупами горизонтально. Не обязательно забор делать для забора. Это может быть просто декоративный элемент в саду. Маленький кусочек забора среди цветника или клумбы. Он разбавит однообразие зелени и даст цветовой акцент.